Привет, народ! Сегодня у нас обещанное сравнение. Курганец против Пумы. Привет всем, приятно, что вы смотрите. Во-первых, стоит оговориться, что сравнение проводится на основании материалов из открытых источников, поскольку фактического боевого применения ни одна из машин не имела. Оценивать результаты сравнения нужно с поправкой на сказанное. Самое главное – бронезащита. Первое – пассивная. Обе машины используют сталь плюс композит, керамика и синтетика. Но толщина в неавиатранспортабельном, максимально тяжелом варианте резко больше у Пумы. Это раз. Утверждается немецкой стороной, что используется новый сплав удельно на 20% прочнее. Заменяемая композитная броня также имеет много слоев, причем не в комбинации керамика плюс арамид, кевлар, как в курганце, а более сложные керамика плюс новые синтетические материалы с гораздо лучшими прочностными характеристиками, чем у арамидных тканей. Да, а если кто думает, что это реклама и дело далекого будущего, то может ознакомиться в сети с информацией об использовании, например, ткани Дайнима не только в бронежилетах, но и в строительных тросах, в альф-снаряжении и даже в обычной одежде, хоть и дорогой. Дайнима условно прочнее стали в 20 раз, а кевлара в 1,5–2,5 раза в зависимости от типа нагрузки. Причем в отличие от кевлара и керамики, она имеет отличную прочность не только на сжатие, но и на растяжение. А если кевлар, как любая синтетика, при намокании теряет прочность вдвое, а потом полностью не восстанавливает свои качества, то Дайнима и здесь выигрывает. Это более совершенный аналог, если кто знает спектры. А поэтому в пассивной защите существенный перевес у Пумы. К тому же у нее настолько компактный и легкий двигатель, что это дает большой потенциал для мощного фронтального бронирования. В динамической наоборот. Немцы считают, что их менее мощной, но более безопасной динамической защиты достаточно. А если нужно, они смогут ускориться. Что это? Хорошая мина при плохой игре или действительно уверенность в том, что этой защиты достаточно? Сейчас сложно сказать. Да уж, факт остается фактом. Если считать в сумме, то получается паритет, во всяком случае в частях, прикрытых динамической защитой, поэтому оценивать ее самому можете сами. Защита от мин тождественна. Комплекс активной защиты стоит выделить отдельно, и здесь, безусловно, лидирует курганец. Итог, строго говоря, паритет, хотя я лично считаю, что у Пумы лучше. Давай рассмотрим эксплуатационные качества: надежность, проходимость, эргономику, автономность и плавание. Начнем с надежности. Пока не будет массово поставляться войска, ничего сказать нельзя, конечно. Но предыдущие мардеры зарекомендовали себя далеко не с лучшей стороны. Почти половина из них простаивала в ремонте. Так что предполагайте сами. Проходимость у курганца гораздо лучше. А если учесть, что он еще и плавает, то лучше в разы. Ну и гидропневматическая подвеска у него, в отличие от оппонента. По автономности курганец лидирует, но немецкая концепция предполагает использование бронетехники в тесном взаимодействии. И они не считают это проблемой. Эргономика. В этом плане удивительно, но курганец не проигрывает ни пяди. Выход из БМП у курганца даже имеет преимущество, так как может варьироваться дверь или аппарель в зависимости от того, в какой ситуации лучше использовать тот или иной вариант. Вооружение. Необитаемый боевой модуль. Примерно паритет. Автоматическая пушка Пумы 4-метровая, весит 200 килограмм, уже с системой подачи боеприпасов, с сумасшедшей для такого калибра бронепробиваемостью. Да. Так как для стрельбы по бронированным целям используется бронебойный подкалиберный оберенный снаряд, способный на дистанции до 2000 метров пробить 60 мм брони с прекрасной точностью, хотя и для точности пришлось искусственно занизить темп стрельбы, и у нее он вдвое ниже. Боекомплект всего 400 снарядов, при этом в башне только 200, против 500 у курганца. Тем не менее, я считаю, это не слишком существенным преимуществом, так как по танкам из нее стрелять бессмысленно и не пробьет, и слишком мала масса подкалиберных снарядов, а по противопульной защите она и вовсе избыточна.
углы вертикальной наводки от минус 10 до плюс 45, спаренный пулемет довольно, надо сказать, бессмысленный, 5,56 с боекомплектом всего 1000 патронов. Но если учесть, что у курганца ПТРК Корнет, то это настолько расширяет боевые возможности машины в плане как огневой поддержки, так и самозащиты, что в плане огневой мощи дает огромный перевес. Мощность взрывчатого вещества эквивалентна 7 килограммам тротила, то есть больше, чем в гаубичном 152 миллиметровом снаряде времен войны. Да, а используемая в комплексе Корнет ЭМ техническое зрение вместе с автоматом сопровождения цели позволяет реализовать принцип «выстрелил и забыл», исключив человека из процесса наведения ракеты и до 5 раз повышая точность сопровождения цели в условиях реального боевого применения и обеспечивая высокую вероятность попадания в цель во всем диапазоне дальности применения комплекса. Это настолько мощное оружие, что возможности Puma нести противотанковый ракетный комплекс Spike LR меркнут рядом. Десант. Возможно, важнейшая после бронезащиты характеристика. Здесь большой плюс у курганца. 8 человек против 6. А вот по цене Puma стоит 9 миллионов. 1,5 миллиона на одного десантника. Легче для каждого сделать экзоскелет за такие деньги. Причем не факт, что в итоге машины не выйдут еще дороже. И сами немцы признаются даже, что они не смогут полностью укомплектовать армию необходимым количеством Пум. Курганец стоит 3 миллиона, и это 370 тысяч на человека, то есть в 3,5-4 раза дешевле. Системы наблюдения и управления огнем у обеих машин настолько проработаны и разнообразны, что для того, чтобы не то что сравнить, а просто перечислить подробно и дать оценку, нужно отдельное видео. Но курганец наконец-то вышел в одну лигу с ведущими иностранными БМП, и у Пумы уже нет такого преимущества предыдущих поколений. Итог. По бронезащите у нас явно лидирует Puma, и если ей дать еще мощную ДЗ, то будет вообще новое слово в надежности экипажа. А вот по вооружению курганец за счет ракет поражает любую, в том числе и тяжелую технику. Ракеты Корнета уничтожают на сегодняшний момент все. Без установки, конечно, против Пумы он превращается в легкую добычу, которая своей пушкой с более высокой точностью и пробитием не оставит ему и десанту шансов. Ну и не забудем про объем десанта. На 2 человека больше у курганца. Требуется, соответственно, меньше машин, чтобы доставить роту на место боевых действий. Ну и по цене. У курганца одно из самых больших преимуществ. Исходя из этого, можно надеяться, что в войсках наконец-то будет адекватная партия машин. А вариативность Пумы хоть и позволяет ей подбирать бронирование под ситуацию, но прокачанные версии стоят еще дороже базового варианта. Так что различные улучшения тащат экономику на дно. Хотя сама машина, повторюсь, имеет выдающиеся свойства. В целом, это все основные отличия, о которых мы хотели поведать сегодня. И поэтому ждем объективный коммент с каждого. Мы тут очень старались. Скажи ты свое слово в этот огород. Да, всем спасибо, что пришли посмотреть. Всем удачи. Пока.